Вы ушли от нарцисса. Взяли, собрали все вещи, заблокировали номера, вышли из этих разрушительных отношений и думаете, ну, наверное, он там сейчас, вот, ему хорошо, наверное, он там обсуждает меня со своими друзьями, там, наверное, ищет себе какую-то новую жертву, а я сижу после этих разрушительных отношений, просто собираю себя по кускам. Я сейчас расскажу вам 5 вещей, 5 таких грандиозных разочарований, с которыми сталкивается нарцисс после того, как вы уходите и закрываете за собой дверь. Потому что если вы думаете, что он сидит там и торжествует, вы глубоко ошибаетесь. Меня зовут Евгений Масеев, я врач-психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И в этом видео я расскажу о том, что же происходит с нарциссом после того, как вы закрываете за собой дверь. Я покажу вам всю анатомию крушения грандиозности, которую он переживает, когда теряет свой главный ресурс. Досмотрите это видео до конца, и вы навсегда перестанете жалеть, что вы ушли из этих отношений. Разочарование первое – это крах иллюзии всемогущества. Для нарцисса вы не просто женщина, вы были его нарциссическим расширением, то есть его продолжением. Вы его зеркало. Любые отношения нарцисса – это попытка переписать отношения с матерью. Поэтому, когда вы находитесь в отношениях с человеком с ярко выраженными нарциссическими чертами, то он к вам относится примерно так, как ребенок относится к маме. Мама никуда не денется. Мама – это константа. Мама всегда была, всегда есть, всегда будет. Она всегда приходит и всегда все свое внимание уделяет мне. Так нормально размышлять ребенку дошкольного возраста, но и люди, имеющие нарциссические черты, будучи уже взрослыми, все равно так же размышляют. То есть второй человек рядом со мной, это вот постоянная моя такая какая-то вот, ну, как эмоциональная обслуга. Поэтому, когда вы уходите от нарцисса, для него это шок. Для человека с такой условно гармоничной личностью расставание, ну да, это боль потери, мы переживаем расставание, ну это неприятно. Для нарцисса это просто как бы остановка жизни. Потому что он в этот момент сталкивается с вот этим крахом иллюзии своего всемогущества, того, что он центр мира. Оказывается, что нет, он не центр мира. От него могут уйти, его могут низвергнуть. И вообще в первый момент нарцисс часто вообще как-то отрицает тот факт, что вы разошлись. Он все еще ведет себя так, как будто бы ничего не произошло. То есть для него это настолько тяжело переживается, что иногда парадоксальным образом этого не видно. Кажется, что у него вообще все хорошо, как будто бы для него ничего не поменялось. Он как будто бы не осознает, не понимает то, что вы уже не вместе. И это как раз таки говорит о том, насколько это сильный для него шок. Разочарование второе – это тишина вместо истерики. Когда вы расстаетесь, нарцисс надеется, что дальше эти отношения будут как-то развиваться. И если вы расстаетесь после того, как вы уже имели какое-то количество конфликтов, возможно, вы уже раньше пытались от него уходить, он надеется, что будет вот как и раньше. Что вы помолчите, потом все равно будете с ним общаться. Он надеется на любую вашу реакцию. Либо что вы первое придете с каким-то примирением, либо что вы будете какие-то неприятные вещи для него делать. Даже если вы будете писать какие-то, не знаю, гневные посты или кому-то жаловаться из ваших общих знакомых на него, он это воспринимает как, это хорошая игра, она думает обо мне, она на меня злится, раз на меня злится, значит я существую, значит я для нее важен. Если вы смотрели мои предыдущие видео, знаете про технику неконтакта, то есть в ситуации, когда ты с человеком не можешь договориться, нужно принять тот факт, что мы не можем договориться, и перестать пытаться договариваться, поскольку это невозможно. То есть нужно перестать делать то, что не получается. Если вы с ним не общаетесь, если вы не подаете никаких сигналов, то очень скоро он по этому поводу начинает паниковать. У него повышается уровень тревоги, он не понимает, почему все не идет так, как он ожидает, где вы с вашим неудовольствием, с вашими попытками примириться, и он начинает потихонечку вас пинговать. Где-нибудь там лайкать в соцсетях, что-нибудь там через общих знакомых вам посылает какие-то сигналы. И если он не получает все-таки никакого от вас сигнала, здесь он сталкивается с своеобразным таким эмоциональным голодным пайком. Вы для него были источником нарциссического ресурса, такой вот бензоколонкой, и вот эта бензоколонка закрыта. Нет людей в данный момент в его жизни, которые могут наполнять его жизнь вот этой драмой, питать его своим вниманием. Он сталкивается со своим одиночеством и своей пустотой, с тем, от чего он всю жизнь пытается убежать вот в этих нарциссических отношениях. Разочарование третье – это когда идеализация новой жертвы дала трещину. Как только нарцисс сталкивается с этой внутренней пустотой и вот этим вот одиночеством, которое он не выносит, он тут же находит себе новую жертву, новый какой-то источник нарциссического ресурса. Это может быть женщина, которую он устраивает этот лавбомбинг, то есть старается очень быстро ее в себя влюбить. Вот он ей там дарит подарки, очень много внимания, комплименты. И нарцисс, конечно, старается, что он какой-то малой ценой сможет очень быстро ее к себе привязать и потом находиться в этой своей удобной для него стадии обесценивания отношений, когда он ведет себя, грубо говоря, как плохиш, как такой
не очень хороший друг, не очень хороший мужчина, как человек, который не ценит эти отношения, но при этом в этих отношениях находится вот второй человек, который является для него источником ресурса. То есть вот мужчина обесценивает женщину, женщина по этому поводу расстраивается, она расстраивается по отношению к нему, он видит, что он ее расстроил, значит он для нее важен. Ну и таким образом он надеется, что эти отношения будут выстраиваться. И вот он находит себе новую жертву, устраивает ей это сахарное шоу, но потом понимает, что она так сильно им не восхищается, как вы им восхищались. Ну так вот получается. Или, скажем, она начинает задавать какие-то неудобные вопросы. Или в принципе она не дотягивает до вас по каким-то своим вот качествам. И он, его ожидания были, что он очень быстро заменит вас кем-то, а это не получается, и он находится опять в еще большей пустоте, он еще больше растратился. Вместо того, чтобы напитаться этим вниманием, потому что когда нарцисс получает внимание, он чувствует себя более значимым. Ему пришлось вложиться, ему пришлось влюблять в себя женщину, а в его мировоустройстве это значит, что он менее значимый. Ну, раз он ей говорит комплименты, раз он ее завоевывает, значит, вот это ему нужно, он менее значимый. И вот у него, эта его амбиция не увенчалась успехом, соответственно, он чувствует себя еще в большей яме, в большем разочаровании. Потому что вся эта ситуация логически приводит его к пониманию того, что отношения с вами были для него важны, а ушли из этих отношений вы, а раз ушли вы, значит он отвержен, и значит его пустота становится еще больше, еще какой-то кричащей, и вся эта ситуация становится для него еще более невыносима. Четвертое разочарование, которое переживает нарцисс, когда вы уходите, это страх разрушения фасада и понимание, что вы оказались умнее, чем он думал. Когда человек с ярко выраженными нарциссическими чертами находится в отношениях, то он в этих отношениях, он так себя чувствует, что он номер один, а все остальные это его вот какая-то обслуга. Поэтому, например, если мы говорим, для примера, о мужчине нарциссе, то мужчина-нарцисс может женщине своей говорить и прямо, или подспудно как-то так, что ты без меня никуда вообще не денешься, ты без меня не справишься, кому ты нужна. И вот он это говорит, и он в это искренне верит. Соответственно, есть ситуации, когда и женщины в это верят и остаются привязанной. Но вот поскольку вы ушли, и он вот этими своими какими-то эволюциями, переживаниями пришел к пониманию того, что вы были для него ценны. Да, пускай он не понимает вашу такую истинную человеческую ценность, но вот его субъективная такая извращенная нарциссическая ценность вас для него, он понимает. То есть он знает, чем вы для него были важны. Вы были для него важны вот этим вот ресурсом. Он понимает, что значит, вы были для него важны, что сейчас вас у него нет, что легко вас как-то заменить у него не получилось. И он видит, что вы как-то восстанавливаете свою жизнь, у вас как-то потихонечку все налаживается, он как-то сквозь соцсети, как через знакомых наблюдает за вами. Он переходит к мысли, которая его пугает, что вы на самом деле понимаете, кто он такой, что вы оказались умнее, прозорливее его, и что вы видите его вот эту вот нарциссическую гниль. То есть у нарциссов есть вот этот страх разоблачения, что я где-то покажу свое, потеряю лицо, покажу свое такое некрасивое нутро, и люди узнают, какой я, что вот мой фасад развалится. И когда он сопоставляет факт, насколько вы были для него важны раньше, и насколько ему сейчас вас не хватает, вашего ресурса, понятно, не вас как личности, и то, что вы смогли уйти от него, и сейчас налаживаете свою жизнь, то он в такой ситуации представляет, что вы просто видите его насквозь и переживает вот этот страх разоблачения, что вы всему миру расскажете, кто он такой, что это маленький такой недолюбленный мальчик, сидящий внутри такого яркого, кажущегося уверенным мужчины. Пятое, самое страшное разочарование нарцисса после того, как вы уходите, это встреча с самим собой. Для чего вообще людям с ярко выраженными нарциссическими чертами вообще выстраивать отношения? Зачем они растрачиваются на это? Зачем они ломают другим людям психику? Это не изначально их цель навредить другому человеку. Это просто такой инструмент. Прежде всего нарциссу важно не оставаться наедине с собой. Вот он как в детстве не получил от родителей этой вот безусловной любви и умения опираться на себя, так он и будучи уже взрослым может чувствовать себя более-менее устойчивым только в отношениях. И эти отношения, конечно, должны быть такими функциональными. Это не могут быть искренними отношениями, где два человека как-то равноправно встречаются. Это должны быть отношения, где вот есть он и есть его, как будто бы нянька какая-то, вот как обслуга, как такая суррогатная мать рядом с ним. Когда вы уходите от нарцисса и новая жертва не приносит ему вот это вот желанное нарциссического ресурса, он сталкивается с этой внутренней пустотой, с внутренним стыдом, от которого он постоянно старается отвлекаться, с этим вот страхом одиночества и остается в этом на всю жизнь, потому что от себя не убежишь. Даже если позже он найдет кого-то или какие-то способы, как получать нарциссический ресурс, вот эта внутренняя дыра, которая является порождением нарциссической травмы, с ней невозможно справиться без психотерапии. Невозможно самостоятельно взять, как-то осознать, прочесть пару постов и я как-то поменялся. Он будет жить с этим всю жизнь, пока не осознает, собственно, эту проблему и не начнет с ней кропотливо и усердно работать.
Я рассказал вам об этих вещах не для того, чтобы вы злорадствовали, там, потешались, как другому человеку плохо. Я вам рассказал об этом, чтобы вы не чувствовали себя проигравшей стороной. Потому что это нормально для человека с гармоничной личностью, условно здоровой психикой, когда ты выходишь из отношений, происходит разрыв твоей привязанности. Ты переживаешь утрату отношений. Ну и, как правило, мы когда расстаемся, какие бы плохие бы отношения не были, мы чувствуем, что ну вот у нас не удалось выстроить отношения, это какой-то вот такой маленький проигрыш. Вам надо понимать, что в данной ситуации вы не проиграли, вы спаслись, потому что вот это вот поведение человека с нарциссическими чертами, это болезненные, нездоровые способы компенсации психики другого человека. И очень важно, чтобы вы перестали следить за ним, за его новыми жертвами, за его какой-то судьбой, что с ним там происходит. Важно, чтобы вы перестали, знаете, сушить себе мозг и думать, почему вот он такой, что у него было в детстве, что у него было в его каком-то прошлом. То есть, чтобы он перестал быть важной частью вашей жизни, чтобы он перестал быть, знаете, вашей идеей фикс. Просто закройте занавес. Если вы вышли из разрушительных отношений с нарциссом и понимаете, что ваша самооценка болтается где-то на дне, что этих отношений вроде бы как фактически вы из них вышли, а в голове все равно все это вращаете, это мешает вам построить новые отношения, или вы там просто, не знаю, истощены внутренними этими диалогами, там спать не можете, или у вас концентрация плохая, не пытайтесь с этим справиться в одиночку. Психотерапия — это то место, где мы можем, в частности, заново строить ваши границы, чтобы впредь манипулятор не мог использовать вас как свое зеркало, чтобы вы не были в отношениях функцией. Ссылка для записи на консультацию есть под этим видео. Я работаю с клиентами из разных стран. Записывайтесь, хватит тратить свою жизнь на обслуживание чужих диагнозов. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас был опыт расставания с нарциссом, пытался ли он пробить вашу тишину, какими способами и как быстро он смог и смог ли вообще найти себе идеальную замену для вас. Я вам буду благодарен, если вы поделитесь своим опытом. Если это видео вам кажется интересным, ставьте лайк, я вам буду благодарен. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких и до встречи в следующих выпусках.